Дорогие близнецы, сентябрь может серьезно изменить вашу личную жизнь, работу и даже ваше окружение. И самое интересное, главные события начнутся уже в первой половине месяца. 10 сентября планета Венера переходит в знак Скорпиона, переходит в ваш шестой дом. Венера в Скорпионе может дать сильное притяжение к человеку с работы или глубокое сближение с коллегой. Отношения могут развиваться не на виду, улучшение рабочих условий или желание полностью изменить свой привычный образ жизни. Совет для близнецов – не соглашайтесь на меньшее ни в работе, ни в отношениях с коллегами. Венера здесь помогает увидеть, где вас действительно ценят, а где вы отдаете слишком много, но получая ничего взамен. И еще одна важная тема. Любовь может прийти через повседневность, работу, рабочее окружение, регулярные дела или человека, которого вы видите довольно часто. В этот же день, 10 сентября, планета Меркурий, ваш управитель, переходит в знак Весы и активирует ваш пятый дом. Темы любовь, романтика, творчество, дети, удовольствие. В этот период вам будет легче говорить о чувствах, флиртовать, знакомиться и привлекать внимание. В любви возможны интересные знакомства, приятные переписки и важный разговор с партнером. Если раньше вы не решались сказать о своих чувствах, сейчас сделать это будет проще. В творчестве отличное время для идей, контента, блогов, красивой подачи себя и новых творческих проектов. Совет для близнецов – не бойтесь проявлять инициативу и говорить о том, что вам нравится. Но не пытайтесь быть удобными для всех. Ваше настоящее мнение сейчас гораздо привлекательнее. В этот же день у нас происходит еще одно важное событие. Планета Уран разворачивается в ретроградное движение. В вашем первом доме, дорогие близнецы. Уран в первом доме заставляет пересматривать свою личность, образ жизни и то, каким вас видят другие, как вы себя представляете миру. В ретроградности изменения больше идут изнутри. Совет в это время: не держитесь за старую версию себя, только потому что она вам привычна. Если вдруг захочется поменять стиль, окружение, планы или образ жизни, сначала почувствуйте, это настоящее желание или импульс все резко разрушить. Не принимайте импульсивных решений о себе и отношениях. Сначала почувствуйте, потом говорите, и только после этого действуйте. Это особенно сильный день для вас, близнецы, чтобы спросить себя, чего я хочу на самом деле, а не чего они от меня ожидают. На следующий день, 11 сентября, у нас происходит новолуние в Деве, в вашем четвертом доме. И это новолуние затрагивает темы семьи, дома, жилья, родителей, чувство безопасности и личное пространство. Что может принести это новолуние? Желание переехать, сделать ремонт или изменить домашнюю обстановку. Это может быть и новый этап в семейных отношениях, решение давней бытовой или семейной проблемы, потребность больше времени проводить дома и восстановить внутреннее равновесие. Совет для близнецов: не пытайтесь изменить всю жизнь сразу. Новолуние в Деве лучше работать через маленькие практические шаги. Разобрать дом, документы, семейные дела, установить новый режим, решить один конкретный вопрос. И главное, четвертый дом связан с фундаментом жизни. Поэтому сейчас полезнее укрепить свою базу, чем гнаться за внешними результатами. То, что вы начинаете менять дома и внутри себя, позже отразится и на карьере, и на отношениях. 14 сентября черная луна покидает знак Стрельца и переходит в знак Козерога, переходит в ваш восьмой дом. Это довольно глубокий транзит, потому что восьмой дом связан с трансформацией,
с большими деньгами, инвестициями, долгами, наследством, с психологической информацией и доверием. А Козерог добавляет этим темам контроля, ответственности, власти и границ. Как же может проявлять себя черная луна Лилит в Козероге? Могут быть затрагиваться вопросы общих финансов, деньги партнера, кредиты, налоги, обязательства, проверка отношений на доверие и честность, сильное притяжение, но одновременно страх потерять контроль, желание разобраться в скрытых мотивах, своих или чужих, ситуации, где придется установить финансовые или эмоциональные границы. Совет близнецам: не ввязываться в финансовые обязательства только из-за чувства долга или давления. Особенно осторожно с кредитами, крупными совместными покупками и деньгами партнера. В отношениях лучше не использовать ревность, манипуляции как способ проверить человека. Если что-то беспокоит, говорите прямо. Главная тема этого периода — я доверяю человеку или пытаюсь контролировать ситуацию. Лилит в 8 доме может подсветить именно те места, где страшно отпустить контроль, и через это показать, где нужны более здоровые границы. 18 сентября Хирон покидает знак Тельца и возвращается в знак Овен, возвращается в ваш 11 дом. Здесь затрагиваются темы друзей, окружения, социальных связей, коллективов. Овен добавляет вопрос самостоятельности. Могу ли я быть собой среди других и при этом оставаться частью группы? Здесь может произойти переоценка дружбы и вашего круга общения. Старая боль, связанная с ощущением «меня не принимают» или «я не свой». Желание перестать подстраиваться под друзей и коллектив. Также может быть пересмотр долгосрочной цели или мечты. Совет близнецам: не пытайтесь заслужить свое место в компании. Если рядом с людьми приходится постоянно менять себя, чтобы тебя приняли, Хирон показывает именно эту рану. Хороший период, чтобы начать проявляться смелее в коллективе, даже если сначала будет немного страшно. Иногда человек с Хироном в 11 доме становится тем, кто впоследствии помогает другим, переживающим похожее чувство одиночества или неприятия. Главная мысль: мне не нужно быть похожей на всех, чтобы найти своих людей. 23 сентября у нас происходит осеннее равноденствие. Солнце переходит в знак Весы, переходит в ваш 5 дом. С этого момента внимание близнецов переключается на любовь, романтику, творчество, удовольствие, детей и самовыражение. 5 дом — это место, где хочется не просто выполнять обязанности, а жить для себя, получать удовольствие от жизни. Это время, когда у вас может завязаться новый роман. Это время для свиданий, флирта или оживления существующих отношений. Желание творить, заниматься любимым делом, показывать свои таланты. Больше внимания к внешности и желание нравиться. Также могут происходить какие-то важные события, связанные с детьми. У вас появляется больше развлечений, встреч и приятных событий. Совет: не ставить удовольствие последним пунктом в списке дел. Солнце в 5 доме напоминает: вам важно делать то, что действительно радует, а не то, что надо. Но весы требуют баланса. В любви не стоит постоянно подстраиваться под партнера ради гармонии. В равноденствие — хороший момент спросить себя: а чего хочу именно я? 26 сентября у нас происходит полнолуние в знаке Овна в вашем 11 доме. Это полнолуние подсвечивает тему друзей, окружения, коллектива, социальные связи, планы на будущее. Овен добавляет самостоятельности и желание наконец действовать по-своему, что может проявляться. Важное событие или разговор в это полнолуние может произойти, важное событие или разговор в кругу друзей. Также оно может принести конфликт или резкое выяснение отношений с кем-то из окружения.
завершение дружбы или выход из коллектива, который больше не подходит. Также может произойти какое-то новое знакомство с человеком, который может сыграть заметную роль в будущем. Совет: не бояться сказать «нет» компании, если чувствуешь, что тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь. Овен в 11 доме учит не терять своей индивидуальности ради принадлежности к группе. Главная тема — я выбираю свое окружение и свое будущее, а не просто следую за толпой. 28 сентября планета Марс переходит в знак Льва, переходит в ваш третий дом. Третий дом отвечает за общение, за короткие поездки, обучение, документы, за повседневные контакты родственников. И здесь Марс делает речь более смелой, эмоциональной и прямой. Как же он может проявляться? Марс в третьем доме может дать много общения, переписок, важных разговоров, активное обучение, экзамены, курсы, получение новых знаний, больше поездок, желание отстаивать свое мнение, свою точку зрения, но также возможны споры с родственниками, соседями или знакомыми. Совет: используйте силу Марса для действия и самопрезентации, но следите за тоном. Не каждую дискуссию нужно превращать в соревнование за то, кто последний скажет слово. Главное — говорить уверенно, но не агрессивно. Ваши слова в этот период могут иметь особенно сильное влияние. 30 сентября планета Меркурий переходит в знак Скорпиона, в ваш шестой дом. И здесь Меркурий переводит внимание на работу, обязанности, здоровье, режим, ежедневные дела. А Скорпион делает мышление более глубоким и внимательным к деталям. Как же он может проявляться? Здесь у вас может принести Меркурий здесь может принести важные разговоры на работе, желание разобраться в какой-то скрытой проблеме, информации, обсуждение, может быть, зарплаты, рабочих условий или финансов. Поможет помогать наводить порядок в делах и документах. Но также нужно больше внимания уделять самочувствию и режиму. Совет: не распыляться. Выберите одну-две задачи и докопайтесь до сути. Скорпион хорошо подходит для расследований, анализа, исправления ошибок и закрытия старых рабочих вопросов. В общении с коллегами лучше избегать подозрительностей и чтения между строк. Если что-то непонятно, спросите прямо, вместо того, чтобы строить догадки. Главная тема конца сентября — сначала действовать и говорить смелее, а затем остановиться, проанализировать детали и привести в порядок свою повседневную жизнь. Близнецы, сохраняйте этот прогноз, чтобы не пропустить важные даты сентября. И подписывайтесь, если хотите знать, что звезды приготовили для вас дальше. Всего доброго, до новых встреч!